Опа! Сейчас переведу. Привет, певцы! С вами Лара из канала Waxtape Studios. И добро пожаловать на видеореакцию вокального коуча. Сегодня мы будем слушать певца, которого просили очень много раз на моем канале, и его зовут Димаш. Итак, раньше я уже слышал, как поет Димаш не вживую. Тут, где-то там на ютубе. Это было несколько лет назад, и это была песня SOS. Французская песня. Мою крышу просто снесло. Я была такая, блин, что же я делаю со своей жизнью? И поэтому я жду не дождусь сделать видеореакцию, но не на SOS, как вы подумали, а на другую песню, которая называется «Грешная страсть». И поэтому, да, вы готовы, чтобы вам снесли крышу? Вот я готова. Поехали! Ты явилась нежданно, как из лунного сна. Красиво. Он почти что и не поет эту ноту. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Даже его нижний регистр такой красивый, такой богатый. Ливни долгие лили, Это вибрато было таким красивым. были ночи без сна. Здесь у него больше голоса на этих низких нотах. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Давайте быстренько возьмем паузу. Я пытаюсь не останавливать это видео, как я это обычно делаю, потому что иначе это видео продлится 30 минут. Значит, вы слышите, как он играет с разными тонами своего голоса? В каких-то моментах он даже просто шептал, а в других вот моментах он пел этим таким очень богатым, очень таким закругленным, красивым, низким голосом. Он добавляет довольно-таки много вокального штрабаса. Когда он начинает петь первую букву на нижних нотах, например, lower phrases. я думаю, что это звучит так идеально сбалансированно, так красиво. So soft. But control. Долгим огнем пылать в Англии ненастье. No more voice. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. So much voice there. So good. Ночь замкнула ресницы. Теперь он в головном голосе на придыхании. God. И вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Не нужна только ты одна. Ребята, я думаю, что вы не понимаете, насколько это сложно петь в своем головном голосе супер мягко, на придыхании и контролировать так идеально, как это делает Димаш. Вот, ребята, вы меня удивите, если вы сделаете вот это, а потом сбелтите какую-нибудь там песню. Я верю в то, что белтинг намного легче контролировать, чем вот это, потому что вам много с чем надо работать, у вас много придыхания. Так же, как и когда вы работаете со своими вокальными связками, когда вы делаете белтинг, чем когда вы поете именно вот так. В итоге, сделать такое — это очень-очень сложно. И на данный момент он показал нам так много разных тонов. И для меня это как, знаете, если вы можете играть с разными тонами своего голоса, именно тогда вы меняетесь из великолепного певца в превосходного певца. Потому что теперь мы слышим разные стороны вашего голоса. Околдован тобою. Hear that vocal fry? Выпью зелье до дна. Control though. И ты вернешь меня из бездны в этот Back to that мир. softness. Только
О, вы слышали этот переломный момент? Мне понравилось. Прекрасный риф. Долгим огнем пылать в огне и бедности. Oh my god, okay. Ночью и днем сгорать в костре Oh my God. вечной страсти. Okay. Давайте здесь остановим, пока он не начал делать то, что он начнет делать. Я уверена, что это будет очень круто. Я не говорю на этом языке, и я вообще без понятия, что я только что сказала, но потом он спел... Его тон изменился кардинально в сравнении с первым разом. Когда он спел в первый раз, нота уже была мощной, а во второй раз нота была не такой круглой, она была более такой прямой, как назальный звук. Она была менее оперной, более вот такой, прямой. И опять-таки другой тон. Снова. Yes. Okay. Wow. Woo! Key change. Видите, насколько открыт его рот? Он дает себе так много пространства. Ребята, что происходит? Это же так высоко. Боже мой, даже для женщин это очень-очень высоко. А он просто берет эту ноту и просто рвет ее на части. Значит, здесь то, как он получает такие оперные звуки, так это опуская свою гортань, поднимает мягкое небо сзади, и это создает очень большое пространство в вашей глотке. И это примерно вот здесь. Ну, это резонатор. Это просто пространство, и название этого пространства — глотка. И если пространство в вашей глотке очень-очень большое, вы получаете такой звук, как будто вы зеваете. А он открывает свой рот очень много, так и должно быть, чтобы у него в глотке было очень много места, чтобы он мог звучать таким круглым, красивым и великолепным образом. Ехали дальше. What was that? Did you guys hear that? Погодите-ка, мы можем послушать еще раз? Что это было? Whoa! Это как очень быстрый йодль. See? Ooh, ah. No, he did not just do that. Блин, наконец-то, дыши уже. Он не дышал все это время. Look at him. What just happened? Каждый раз, когда этот парень поет, я такая, как это вообще возможно? Он как 10 разных певцов внутри одного. Как бы, это же нереально. Этот его контроль, смена тонов, смена позиционирования. Что? Он в буквальном смысле, он
из другой планеты. Это нереально, это не по-человечески, это невероятно, я никогда раньше такое не слышала. И вообще, каждый раз, когда я слушаю его, я такая, как это возможно? Дайте мне знать в комментариях, что вы думаете об этом его выступлении. Снесло ли вам крышу так же, как и мне? Понимаете, дело не только в его вокале, но дело также в его просто присутствии. Есть что-то такое в его образе, где он просто полностью поглощен музыкой. И из-за этого у меня мурашки по всему телу. Это просто невероятно, да. В комментариях напишите мне, что вы думаете по этому поводу. Она пойдет там что-то делать, и я пойду там что-то делать. Всем большое спасибо за просмотр. Ребята, пожалуйста, не забывайте про поддержку. Всем пока.